Вот такую рыбу в лаваше с овощами мы сегодня приготовили. Смотрите видео до конца, я думаю, вам будет очень интересно. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить ужин по-домашнему. В качестве ужина у нас будет рыба в лаваше по-армянски, а в качестве гарнира запеченные овощи. Перечислю ингредиенты, которые нам нужны для нашего ужина. В первую очередь рыба. У нас сегодня рыба дорадо, а также можно использовать любую рыбу, которую вы любите. Рыба, армянский лаваш. В качестве гарнира будут овощи, картошка, кабачки, спаржа вот такая, как раз она сезонная, я решила приготовить вместе со спаржей. Болгарские перцы, чеснок, все возможные овощи, которые есть у вас дома, можно использовать. И, конечно же, все ингредиенты я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить и готовить по такому рецепту. Для начала у нас рыба, видите, не чищенная. Нам нужно будет почистить рыбу, срезать вот эти вот плавники, хвост немного вот так вот отрезать. Сейчас я как раз этим и буду заниматься. Возьму специальную доску для рыбы и почищу полностью всю рыбу. И теперь уже вот так будем вычищать внутренности. И когда уже все вычистим, тогда обязательно промоем. Я уже чищу вторую рыбу и хочу обратить внимание, что вот эти вот жабры обязательно нужно удалять. Они в рецепте нам не нужны. Это очень важно. И хочу сказать, что по такому рецепту обычно мы готовили в Армении, но только в Армении рыба армянская из озера Сивана называется сик. Там вкуснейшая рыба. Но этот рецепт универсальный, подходит любая рыба, какую вы любите. Рыбу мы хорошо промыли, и теперь пришло время мариновать рыбу. А мариновать мы будем самыми простыми приправами. Это у нас соль, красный сладкий перец и черный перец. Сначала снаружи добавляем соль с двух сторон и точно так же с внутренней стороны, чтобы рыба была вкусная, нужно с внутренней стороны тоже мариновать. Добавляем красный сладкий перец и черный перец. И вот так хорошенько растираем и пока оставляем в сторонке. Дальше мы будем поливать оливковым маслом. Пока я займусь маринадом. И теперь поливаем оливковым маслом с двух сторон. И оставляем на 10-15 минут, не больше, чтобы рыба хорошо пропитала все специи. Пока рыба маринуется, мы приготовим ингредиенты, которыми мы будем фаршировать нашу рыбу. Это будет у нас лимон, лайм, помидоры и обязательный ингредиент – это тархун.
режем на такие колечки. Не сильно тонко, не средним размером таким. Лимон и лайм мы порезали и отправляем в отдельную такую тарелочку. И теперь нарезаем на такие круглые дольки помидоры. Теперь берем армянский лаваш. На одну рыбу мы будем использовать 1 лаваш. Вот так выкладываем. И на серединку кладем рыбу. И будем фаршировать рыбу. Первым делом внутрь рыбы кладем кусочек сливочного масла. Далее 2 ломтика лимона, 1 ломтик лайма, несколько ломтиков помидоры. Вот так. И у нас тут есть тархун. Можно вместо тархуна использовать укроп. Но поверьте, именно с тархуном это просто очень вкусно получается, освежающе и совершенно непередаваемый вкус получается. Смотрите, вот так у нас получилось. Видите, сколько овощей. Далее мы делаем 2 надреза. Это для того, чтобы, когда уже рыба испечется, мы как бы такие вот порции будут у нас. И в эти вот надрезы мы кладем лимон. Еще очень хочется мне полить эту нашу рыбу лимонным соком. Теперь заворачиваем лаваш так, чтобы, вот смотрите, вот так закручиваем, как рулет. С этой стороны. Я еще приготовила зубочистки. Мы сейчас зафиксируем зубочистками, чтобы было красиво. Вот так вот, смотрите. У нас получается рыба запекается, и все соки сохраняются именно в лаваше. Сейчас я возьму зубочистку и тут закреплю. Самая вкусная часть этой рыбы — это лаваш. Я обожаю просто лаваш, пропитанный соками рыбы, лимона. Вот делаем по размеру рыбы. Можно вот так вот зафиксировать. А потом, после того, как испечется рыба, мы удалим эти зубочистки. И точно так же мы будем делать и с остальной рыбой. Даже вот так вот. Еще возьмем зубочистки и зафиксируем. И я уже заранее включила духовку для того, чтобы она хорошо разогрелась. К этому времени, пока мы соберем рыбу, она уже хорошо будет нагрета. И отправляем на противень, застеленный пергаментной бумагой. А эту рыбу я решила завернуть вот таким способом.
Видите, как красиво получается. Смазываем лаваш растопленным сливочным маслом. Это мы делаем для хрустящей румяной корочки. Смотрите, какая красота у нас получилась. И отправляем в заранее разогретую духовку на нижний уровень, на самый нижний, для того, чтобы лаваш не подгорал, а рыба равномерно пропекалась. У нас режим вверх-вниз, 200 градусов, приблизительно 35-40 минут. Это все зависит от размера рыбы. А теперь займемся гарниром. Первым делом очищенную картошку мы нарезаем на такие средние кусочки. Если картошка мелкая, можно даже целиком оставить. Я вот таким образом буду чистить и нарезать. Отправляем в миску, куда мы будем класть все овощи. И точно так же мариновать. Далее чистим кабачок. Очищаем, знаете, вот так вот через раз. Так красиво получается после запекания. Ой. И нарезаем на такие круглые кусочки, дольки. Отправляем картошки. И будем нарезать болгарский перец. Я взяла разных цветов. Так и красиво получится наше блюдо, и полезно. Очищаем от семян и тоже нарезаем крупно. Все овощи мы нарезаем крупно. И я буду нарезать дальше красный перец. Далее добавляем спаржу. Я отрезаю кончик спаржи и немного очищаем. Если спаржа, видите, такая более зрелая, очищаем. А если она вот такая вот тоненькая, то тогда очищать не надо. Просто срезаем кончик и все. И отправляем ко всем овощам. Я взяла такую большую миску, чтобы нам было удобно мариновать овощи. Отправляем все овощи в эту миску. Вот так. И добавляем соль. Соль добавляем по вкусу. Я приблизительно добавляю где-то 1,5 чайной ложки соли. Красный перец сладкий. Черный перец. Черного перца совсем немножко. Буквально пол чайной ложки. Далее добавляем оливковое масло. И начинаем перемешивать. Помидоры добавляем к нашим овощам. У нас еще есть красный лук. Тоже добавляем, очищаем и добавляем.
Красный лук это по желанию. Мне просто нравится аромат красного лука. Нарезаем на 4 части. И тоже отправляем в овощи. Еще берем целую головку чеснока. Срезаем вот эту плодоножку. И тоже сейчас отправим на противень. Застелили противень пергаментной бумагой. И выкладываем все овощи равномерно. Стараемся выкладывать одним слоем. И тоже отправим сейчас в духовку для запекания. И чеснок кладем посерединке. Смотрите, какие цвета яркие, ароматные, красивые. И вот таким образом все готово. И мы отправляем в духовку для запекания. Открываем духовку. Смотрите, рыба у нас готовится. И на верхний слой отправляем овощи. Овощи тоже где-то будут запекаться полчаса. Смотрите, я увидела, что лаваш подгорает, а рыба еще не готова. Поэтому мы накроем фольгой рыбу, чтобы она внутри хорошо пропекалась, а лаваш не подгорал. И продолжаем запекать. Наша рыба уже готова. И овощи готовы. Сначала мы достаем из духовки рыбу. А после рыбы достанем овощи. И посмотрите, какая красота у нас получилась. А какой аромат, я просто не могу вам передать, какой здесь у нас аромат. Перекладываем на красивое блюдо. Обязательно мы вытащим все вот эти зубочистки перед подачей. Вот так вот легко и просто можно вытащить эти зубочистки. И далее красиво выложим овощи. Все, выключаем духовку и достаем овощи. Посмотрите, какая красота. И перекладываем красиво вокруг рыбы. А спаржу вообще выложим вот так. Так еще красивее получается. Вот такой ужин по-домашнему мы сегодня приготовили. Сейчас я вам покажу, как рыба получилась в разрезе. Это блюдо мы трогать не будем, так как мы ждем уважаемых наших гостей. Я буду подавать вот в таком виде к столу. А эту рыбу я разрежу и покажу вам, как она получилась, как она пропеклась. Хочу сказать, что это проверенный рецепт. Смотрите, мясо рыбы полностью пропеклось. Картошку тоже, посмотрите, она мягкая, видите, полностью пропеклась. Овощи. И это очень вкусное, ароматное блюдо, ароматный ужин. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится, и вы часто будете готовить и радовать своих родных и близких.
Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Напишите в комментариях, вы когда-то пробовали рыбу в лаваше? Мне очень интересно. И впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. А лаваш какой хрустящий. Самый мой любимый лаваш, вот такой вот ароматный, пропитанный ароматом рыбы. Посмотрите, хрустящий и очень-очень вкусный. А вот лаваш я попробую. Пропитал лаваш полностью все соки рыбы. Это что-то очень вкусное.